день! Рада приветствовать вас на канале Королева Капусты, где я делюсь с вами секретами земледелия и садоводства. Февраль – это уже последний зимний месяц и месяц такого полного старта рассадного сезона. Конечно, не все культуры еще можно высевать, но многие, конечно же, уже дачники сеют и цветы, и сельдерей уже, и ранние томаты для закрытого грунта. В общем-то, рассадный сезон стартовал, и сегодня я хочу поговорить о том, как самостоятельно приготовить грунт для рассады. Это очень важное мероприятие, от этого во многом зависит, насколько ваша рассада будет крепкая и здоровая. Конечно же, можно купить уже готовый грунт, но там есть свои нюансы. Но перед тем, как мы перейдем к приготовлению грунта, хочу попросить вас подписаться на канал Королева Капусты, для того, чтобы не пропустить интересное в новом сезоне. Будет много новинок, будет много растений и, как обычно, интересные кулинарные рецепты. Поэтому подписывайтесь на канал. И также я веду еще соцсети, это Instagram и Facebook. Оставлю вам здесь ссылочку. И также в инфобоксе будут ссылки активные. Заходите, там я практически каждый день выкладываю какую-то информацию со своего сада. Ну что же, перейдем к приготовлению грунта. Давайте определимся с общими требованиями, которыми должен обладать грунт для рассады. Во-первых, это воздуха и влагопроницаемость. Для развития, первоначального развития корневой системы это очень важно, для того, чтобы корешки могли найти себе место, они хорошо разрастались, не было закисания, не было застоя воды, кислород поступал к корням, грунт должен быть очень воздушным и насыщенным воздухом. В этом плане не стоит брать как раз чернозем с огорода, например, который все считают, что он очень питательный, в нем много гумуса, но он подходит для взрослых растений, для рассады немножко другие требования. И с этой же стороны не нужно делать очень питательную смесь, особенно для первой стадии развития рассады. Когда мы высеваем и ждем, например, там 4-5 настоящих листочков, чтобы сделать уже пересадку в более крупные контейнеры, либо уже, например, высадить в открытый грунт или теплицу. Вот на второй стадии развития рассады можно больше добавить питательных веществ, так как растение уже начинает наращивать активно и вегетативную массу, и корневая система также развивается. Итак, зафиксировали воздуха и влагопроницаемость. Второй очень важный параметр – это кислотность. Очень часто в покупных грунтах используется много торфа, и не всегда он низинный, а иногда верховой, который имеет достаточно большую кислотность, например, там и 3,5, и 4,5, а для рассады нам оптимально, чтобы кислотность была нейтральная от 6,5 до 7,5. Как проверить кислотность? Не буду сейчас останавливаться, есть много методов, можно даже использовать банальный соду и уксус для того, чтобы хотя бы плюс-минус понять, в какую сторону у вас движется реакция. И следующий важный момент – это то, что в смеси для рассады должно быть пропорциональное сочетание органических и неорганических веществ. Что относится к органическим и неорганическим, я выведу на графику, чтобы можно было визуально посмотреть. Следующий момент – это, конечно же, патогенная флора. Это то, что касается различных бактерий, все, что касается микроорганизмов, болезней, каких-то личинок и вредителей, то все, что потом скажется на нашей рассаде, и она может заболеть. В этом плане грунт обязательно нужно обеззараживать. Как это сделать, расскажу чуть позже. Итак, компоненты, которые мы можем использовать для приготовления почвосмеси. Первое должна быть база. За базу обычно мы берем грунт либо покупной, либо, например, со своего огорода. Что касается покупного грунта, здесь в последнее время я вижу, что очень часто производители делают его на основе торфа, практически один торф. И вот такой грунт нельзя использовать в чистом виде для того, чтобы сеять там рассаду. Во-первых, он опять-таки может быть кислотный, во-вторых, торф очень
плохо затем, он очень медленно намокает и плохо затем пропускает воздух, когда влажный. И при высыхании он также сбивается в такую вот плотную корку. Поэтому вот этот базовый грунт, который вы покупаете, например, на основании торфа, обязательно нужно дорабатывать. То есть добавлять туда специальных разрыхлителей, органических смесей, чтобы он был и более питательный, и более приспособлен для рассады. Если же мы покупаем уже готовый грунт для рассады, продаются, то даже есть там с обозначением для томатов, для огурцов, там, для перцев, с определенной кислотностью и набору веществ. Смотрите состав. Смотрите состав, что туда входит. Опять-таки, открываем, смотрим на саму структуру грунта. Если он вас устраивает, вы можете сразу сеять. Если нет, дорабатываем. И грунт, который мы покупаем, мы также обеззараживаем. Мы не знаем, откуда взяли этот грунт. Возможно, его взяли с теплиц, как отработанный материал. К сожалению, такое тоже происходит. Здесь не хочу сильно обвинять производителей, но действительно такое случается, что грунт покупной не очень хорошего качества, и он имеет тоже патогенные микроорганизмы. Поэтому первая база. Я взяла за базу вот такую землю, просто у меня с огорода. Если вы берете землю с огорода, не берите из культур, которые часто болеют. Например, те же томаты, перцы, баклажаны, картофель. Лучше возьмите, ну не знаю, там с цветочной грядки, с грядки, где вы посеяли сидераты. Или вообще идеально под деревьями, например, под липой. Прекрасный грунт, который можно использовать для рассады. И такой грунт садоводы часто заготавливают еще с осени, потому что сейчас, когда на улице холодно, конечно же, накопать его практически нереально. Поэтому, если вы точно знаете, что вы готовите сами почвосмесь для рассады, с осени заготавливаем, ставим в непромерзаемом помещении и сейчас уже используем. Следующий компонент, который я буду использовать, это компост. Тоже мой собственный компост, который нам даст немного питания и также разрыхлит почву. Дальше это песок. Песок у нас облегчит тяжелые грунты, песок у нас будет проводником влаги хорошим, песок у нас является таким регулятором, и земля лучше проникает и воздух, и влага, поэтому песок желательно добавлять. Также у меня есть вот такие вот опилки, которые можно в небольшом количестве добавить, но опять-таки они немного подкисляют. И берем опилки не с хвойных пород, ну и, конечно же, там не с лакокрасочных каких-то производств, то есть опилки, которые у нас являются отходами от деревообрабатывающей какой-то там деятельности. Дальше отличный компонент для использования – это зола. Я очень люблю золу добавлять в этот грунт. Вот как раз за зиму ее потихоньку собираю от сжигания дров. Она нам понизит кислотность, и она нам еще и немного обеззаразит почву. И в золе есть тот же калий, магний, который тоже нужен растениям и на первой фазе. Поэтому зола прекрасный компонент. Вместо золы можно использовать, если с точки зрения кислотности, еще либо известь, либо доломитовую муку. И вот еще один компонент, который не очень часто используется, это вот такой вот мох. Но он является хорошей органической добавкой к такому грунту. Он у нас немножко его рыхлит, тоже обеззараживает и по мере перегнивания немного и подпитывает. Но его должно быть немного. И, конечно, еще чудесная добавка – это перлит, вермикулит, либо гидрогель. Такая добавка нам также придаст более воздуха, распушит грунт и будет хорошо удерживать влагу. И вы будете уверены, что в корешках есть влага, не надо переливать рассаду. Чем грешат начинающие садоводы, что переливают рассаду. Вот добавьте перлита и будете уверены, что влага там хорошо будет держаться. Или вы уезжаете и беспокоитесь за свою рассаду. Так, еще одна добавка, которую можно использовать, компонент, это вот такой вот кокосовый субстрат. Он в брикетах, поэтому перед тем, как его использовать, его надо измельчить. Ну, просто взять чем-то его порезать, потолочь, для того, чтобы он более в мелкой фракции был. И кокосовый субстрат тоже можно добавлять, он хорошая основа. Между прочим, делают таблетки для выращивания рассады как раз из кокосового субстрата и торфа.
Так, переходим к приготовлению смеси. Здесь нет идеального одного рецепта, одной пропорции, так как в зависимости от культуры, которую вы будете высаживать, а также от качества исходной базы вашей земли, так, убираем, то оно может быть более рыхлое, оно может быть более тяжелое, кислое, либо нет. И здесь вы уже регулируете. Но есть какие-то такие базовые пропорции, которые я сейчас вам скажу. И дам еще на графике варианты для разных культур. Как можно смешивать и готовить эту почвосмесь. Итак, я беру 3 части обычной земли. Одну часть компоста. То есть немножко подпитываем. Сразу еще скажу, забыла сказать, что ни в коем случае мы не кладем недозревший компост и не добавляем перегной в эту смесь. Одну часть песка. Немного можно опилок. Можно одну либо 2 части золы в зависимости от кислотности. И добавлю еще немного перлита, ну где-то одну часть. Все это хорошо перемешиваю. И затем уже перед посадкой рассады, непосредственно перед высевом увлажняю. То есть заранее не стоит, чтобы она не сбилась и не были комки. И здесь такой еще важный момент, о котором я обещала рассказать, это обеззараживание грунта. Здесь можно делать его только базу, например, вот эту базу вы обеззараживаете, потом добавляете все остальное. Либо можно уже вот такую готовую почвосмесь. Есть несколько вариантов обеззараживания. Первый, самый... Ну, такой, наверное, простой, экологичный, это промораживание. Если у вас еще держатся морозы, либо вы сделали, например, это заранее, то проморозка хорошо работает. Но нужно сделать несколько стадий. Как это выглядит? Вы берете ваш грунт, выносите на мороз, например, на сутки, на двое, затем заносите в теплое помещение, оставляете на несколько дней. В этот момент у вас просыпаются семена сорняков, которые там были, просыпаются личинки, различных вредителей, которые были. То есть в тепле у них начинается как бы процесс оживания. И затем вы опять выносите ее на мороз. Все это промораживаете и делаете таких 2-3 цикла. Тогда вы будете уверены, что ваша земля таким образом, естественно, обеззаразилась. Второй способ – это прожаривание. Я, честно говоря, уже мало видела дачников, которые занимаются прожариванием, но судя по информации, которая есть на форумах, такие занимаются. Ну, я считаю, что это не очень такой экологический способ, потому что во время прожаривания вы теряете и все полезные микроорганизмы, которые есть в грунте. То есть он становится безжизненным. И затем после прожаривания необходимо чем-то его наполнить, добавить туда каких-то, пролить какими-то веществами, которые позволят размножаться полезной микрофлоре. Поэтому грунт после прожаривания требует еще как бы оживления. Но если вы хотите прожарить, то здесь тоже все просто. Рассыпаете там на какой-то противень, что у вас есть, ставите в духовку при температуре где-то 60-70 градусов, ну там до 40 минут. И затем остываете, делаете там дальше все процедуры. Но скажу я вам, что очень специфический запах стоит в квартире и в духовке. Поэтому способ такой не для всех. И еще один способ, который можно использовать, который, мне кажется, самый удобный, это протравливание. Здесь вы можете использовать всю ту же знакомую всем марганцовку, хотя она тоже убивает микрофлору и она тоже делает землю безжизненной. Но слабым раствором можно пролить, если у вас как бы более-менее там земля не очень поражена этим всем. Но лучше использовать современные биопрепараты, которые сейчас есть, начиная тот же фитоспорин. Еще дам варианты на графике, что это может быть. Вот они у вас и обеззаразят, и дадут размножаться полезным бактериям. То есть после фитоспорина вы проливаете и можете уже там на следующий день или через несколько часов высаживать рассаду.
Ну что же, сегодня я вам рассказала о том, как готовить почвосмесь для рассады. Ничего сложного в этом нету. Вы можете использовать те ингредиенты, которые есть у вас. Не обязательно все, что я вам рассказала. Главное, чтобы она была вот такая вот рыхлая и немного питательная и обеззараженная. Все остальное можете варьировать. Желаю вам, чтобы ваша рассада была крепкая и здоровая. Уже пора высевать многие культуры. Буду дальше рассказывать о том, как я высеваю рассаду и знакомить вас с различными своими хитростями. Поэтому подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. С вами была я, Лесик Антонина. До новых встреч! И еще хочу попросить вас поставить лайки оператору сегодняшнего ролика. Анна. Как она себя называет? Анна Антонина. Ну что, нормально все? Да. Теперь у меня уже вырос подрастающий оператор, который помогает мне делать для вас контент. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами была Антонина Лесик. ух ты! И Анечка с нами была. Анна Антонина. Поэтому поставьте Анне Антонине лайки и заходите к нам почаще.